Буду начинать третью торговую сессию за сегодня. Начинаю с баланса 54. Риск на сделку у меня по-прежнему составляет 3% от депозита. Риск на данную торговую сессию 10%. То есть примерно 3 сделки при самом плохом сценарии я максимум могу совершить. Открыл первую сделку по монетке банана. Смотрите, что я здесь увидел. Был довольно-таки сильный рост уверенный. После этого цена начала замедляться. Мы видим такое волнообразное движение, на котором цена все начала сильнее и сильнее опускаться вниз. Были такие вот несколько откатов, после которых цена не продолжила рост. И на этом фоне мы начинаем понемножечку падать, пробивать какие-то локальные минимумы. И в теории здесь можно заходить на э, продолжение движения в шорт и ставить довольно-таки небольшой стоп в 1%. Вот как раз таки и вот это 1% движение за обновление максимумов я и хочу взять на сбор стопов шортистов. Очень долго эта сделка у меня открыта, уже больше часа. Хотя стандартно в сделке я, не знаю, пару минут, либо же там до 5 минут. Хочу уже, чтобы она побыстрее закрылась. Потому что хотел и другие монетки посмотреть. Да, тут у меня, к сожалению, стоп-лосс. Хотя, думаю, сделка, в принципе, должна быть верная. Я не считаю, что я здесь допустил какую-то ошибку. Просто закрылась она по убытку. Но, скорее всего, все же наверх еще сходит. Уже без меня. Открыл здесь вторую сделку. Хотел я немножко дольше подождать, но случился импульс. Возможно, я даже слишком рано зашел. Но смотрите, давайте здесь объясню, почему я открыл данную сделку. Я видел, что здесь был довольно-таки сильный рост после падения, весь откат мы выкупили, и после этого мы подошли к уровню сопротивления, дальше которого цена не пошла. Вот была, скажем так, попытка его пробить, после вот чего цену выпродали, и дальнейшего роста не последовало. После этого было плавное снижение, на фоне которого можно было зайти в шорт с минимальными стопами, заходить, скажем так, на разворот, либо же на какой-то откат, пытаться ловить шортовые движения и ставить свой стоп-лосс за небольшой максимум. Поэтому мне показалось, что вот на вот этой установке большинство трейдеров заходили в шорт, и я хотел открыть здесь лонговую позицию. Но в этом моменте я не успел открыть, начался уже небольшой такой откат. И вот сейчас на вот этом проливе я не удержался и открыл быстро по рынку, хотя, наверное, стоило здесь немножечко хоть подождать, чтобы я увидел, что дают дальше шортистам открывать свои позиции. Поэтому тут по-хорошему нужно было немножечко подождать, но в принципе логика остается такой же. Скорее всего, мы вот этот максимум обновим. Сделка, скорее всего, у меня сейчас закроется по стоп-лоссу. Я уже после входа видел, что я зашел на объем, который чуть побольше, чем должен был здесь открывать. Ну, риск я не увеличил, пришлось поставить стоп-лосс чуть поближе. Из-за этого у меня получилось соотношение 1 к 2. Но все-таки здесь получилась убыточная сделка, так что ничего страшного. Открыл я третью сделку. Тут я не дожидался остановки цены, хотя, наверное, так же стоило, как и в прошлой. Я здесь увидел, что данная... А, блин, уже закрыла по стоп-лоссу. Я видел, что здесь, в принципе, график движется одинаково. Было падение, откуп. И мне показалось, что на вот этом падении трейдеры будут также заходить на откуп, но стоило было подождать цена, чтобы остановилась на минимуме и дала большинству трейдеров зайти. Я не дождался вот этой остановки и открыл по рынку. На этом фоне меня закрыло здесь и еще и, похоже, немножечко размазало. Перезашел здесь. Скорее всего, также этого делать не стоило, но
Сложилось впечатление, что может быть какое-то довольно-таки сильное движение вниз с той же логикой, которую я перед этим озвучивал, и решил еще раз открыть здесь шортовую сделку. Мне не нравится, что сейчас импульсное движение не происходит. Такое чувство, что сейчас может все-таки быть откуп. Но это уже я немножечко, думаю, подустал и делаю плохие сделки. Поэтому нужно вот здесь прекращать. Так, подходит у нас к стоп-лоссу. В принципе, это ожидаемо, потому что сделка уже была, честно говоря, слабенькая. И, скорее всего, сейчас меня уже закроет здесь. Ну да, в принципе, так и произошло. Так что жаль. Открыл по этой монете еще одну сделку, но в этот раз все же хочу зайти в лонг, потому что мне показалось, что вот это было довольно-таки страшное движение, и на этом фоне трейдеры все же вот здесь заходили в шорт. Но также это уже такой более уставший, скажем так, анализ, поэтому э, тут уже захожу более эмоционально. Так, все-таки эта сделка закрылась у нас по take профиту. Отлично. Открыл еще одну позицию. Тут я видел, что мы довольно-таки сильно растем. И в какие-то моменты вот был, например, вот здесь сильный такой импульс вниз. Поэтому, в принципе, на вот этом росте довольно-таки опасно открывать позиции в лонг, так как может случиться откат. И, в принципе, здесь довольно-таки опасно открывать лонговые позиции. Открывать позицию в шорт можно спокойно, с маленьким стоп-лоссом, скажем так. И, как мне кажется, большинство трейдеров вот в этом накоплении открывают шортовые позиции, либо же просто не открывают лонг, чисто потому что открывать на максимумах довольно страшно. Могут быть снижения, откаты, либо же прям полноценный разворот, так как мы находимся на максимумах. Плюс и на часовике мы возле уровня сопротивления. Именно поэтому вот от этого диапазона, как мне кажется, мы можем дать спокойно какое-то импульсное движение вверх, либо же продолжить такой же плавный восходящий рост. Так, и последняя торговая сессия, ой, точнее сделка. Последняя сделка закрылась у нас в профит. Так что в этом буду завершать торговую сессию. Закрылись мы сегодня в убыток, но в принципе ничего страшного. На дистанции будем в плюсе.